Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас Хвилина из Беларуси. Это белорусский бренд, который занимается созданием главным образом таких лимитированных и очень-очень концептуальных линеек наручных часов. У каждой своя история, своя фишечка, своя легенда, так сказать, и уже довольно много у них есть наград на конкурсах американских и европейских. Я вам много часов от Хвилины показывал. Каждый раз они удивляют именно вот подходом к дизайну, концепцией. И при этом эти часы достаточно доступны по цене. И вот как раз такое сочетание, да, подхода к дизайну, концепции, это проработка. То есть туда нужно вложить идею, вложить душу, я бы даже сказал. И во многом, на самом деле, именно на подсоветском пространстве, да и в целом в мире, если мы возьмем те же микробренды, не всегда именно находят что-то вот такое интересное для создания своих моделей. Но у Хвилины каждый раз собственный абсолютно дизайн, собственная концепция и крайне все интересно. В общем, сегодня коллекция 12 Minutes, очень необычно, как всегда у Хвилины, ну, наверное, это самая необычная модель, по крайней мере, за последние несколько релизов. Вот такая вот большая плоская коробка. Здесь как раз указано 12 минут. Все это имеет и очень интересную идею. Как сказал, чуть позже расскажу. Ну и на коробке у нас указано, что это часы-трансформер, сделаны в коллаборации с известным гейм-дизайнером. Но видите, уже на новую такую, да, на новую территорию Хвилина начинает заходить. И видите, в окошечке у нас часы. Мы видим, что они кварцевые, они идут в противоположном направлении. Ну, в общем, уже интересно. Давайте открывать, чего у нас здесь внутри. Упаковка, опять же, как всегда, у Хвилины это нечто, да, то есть работают над каждой деталью, и за это можно только поаплодировать. Цепь, ремешок дополнительный, да, его можно отдельно купить, если хотите, и, собственно, часы. Все у нас вот в таких вот отдельных отсеках. Давайте все отсеки мы снимем. Ага, здесь еще инструкция от Хвилины, трансформер, сделанный с геймдизайнером Луисом Антонио. Значит, инструкция, комплект, часовая мануфактура Хвилина. Супер. Так, за это у нас лайк. Ну и смотрим, что дальше. Опа, опа, опа. Значит, с цепью здесь, как вы понимаете, можно часы. Раз это трансформер, то что это значит? Это значит, что есть два варианта. Можно из них сделать карманные часы, можно сделать классику. Ну, с чего бы начать? Давайте начнем, собственно, с самих часов, с классики. Вот такая модель. Очень, очень сдержанный, лаконичный дизайн. Я бы сразу скажу, что это Баухаус дизайн. Для меня, на самом деле, даже вот без истории, которая сопутствует этим часам, уже один этот дизайн, я когда его увидел в первый раз у Хвилины на сайте, я подумал, о, прикольно, такие хочу. И знаете, а потом ты понимаешь, что это еще и определенная история, и, как всегда, это, конечно же, уже совсем по-другому воспринимается. Ну, давайте, раз уж мы часы с вами достали, как раз сейчас поговорим, что это, собственно, за такая история. Значит, коллекция 12 Minutes, 12 минут, она создана в коллаборации с геймдизайнером, да, как мы с вами уже говорили, по мотивам компьютерной игры 12 минут, да, 12 Minutes. И там у них, кстати говоря, в этой игре был такой звездный состав озвучки: Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли, Уильям Дефо даже, который недавно получил свою звезду на Аллее Славы. Да? И, собственно, дизайн. Дизайн этот является и стилизацией часов, которые используются главным героем в игре. Я в эту игру не играл, я вообще в последние уже многие годы стараюсь игр избегать, потому что время много тратится. Но кто играл в эту игру, обязательно прокомментируйте, как это все воспринимается именно в виде дизайна от Хвилины. Ну, сама игра — это такой интерактивный триллер в реальном времени, где персонаж застревает во временной петле, да, ну, вот что-то такое уже начинаю почему-то думать про фильм «Начало», да, с Ди Каприо. Но я думаю, это совершенно разные вещи. И эта временная петля, она сбрасывается каждые 12 минут. Поэтому у нас и игра так называется, и так называются часы от Хвилины. Ну и обратный ход — это как раз очевидно.
должно соприкасаться с идеей часов, идеей игры, и что у нас все идет абсолютно наоборот. Ну и что я хочу сказать по поводу того, какие здесь характеристики. Значит, механизм кварцевый японский Miyota 2037. До 3 лет одна батарея будет работать. Далее, корпус часов сделан из нержавеющей стали. Есть версия стальная, есть версия с покрытием. Разные вариации на любой вкус практически. У меня как раз версия под бронзу, но это не бронза. И для тех, кто хотел бы часы с таким теплым оттенком бронзы, но при этом не хочет, чтобы руки пачкались, этот вариант, кстати говоря, на мой взгляд, идеальный. И некоторые компании в последние годы, и швейцарцы в том числе, выпускали уже часы, да, вот с такой как раз, с таким покрытием. Альпина, кстати, тоже несколько моделей, по-моему, выпускала. Значит, стекло сапфировое. Ну и, как я уже говорил, есть разные вариации. И сейчас мы посмотрим, как эти часы будут на цепи, да, как это все будет меняться. И важно, что каждый цвет это 350 штук каждой модели, и каждая модель пронумерована. Да, вот моя модель версия бронза, как раз водозащита 50 метров, то есть часы можно под дождь попасть, руки помыть, но не плавать. И, в общем, они пронумерованы. Хвилина в этом плане всегда делает все тщательно. То есть никаких там не напишет вам, да, одни из 1000. Нет, здесь все по-честному. Что касается цены, то в рублях примерно 27 тысяч рублей, по крайней мере, на момент записи ролика. Ну и дополнительные ремешки стоят 1700 рублей. Ну и что же, я думаю, что с учетом комплекта вполне себе и цена адекватна. К тому же я скажу так, если вы, может быть, немножко не в курсе, то лимитки Хвилины разбираются тоже как горячие пирожки. Вот последние модели, которые я обозревал, они тоже улетели очень быстро. И, как водится, на вторичке стоит дороже, чем ритейл. Поэтому, здесь смотрите сами. Значит, ремешочек, вот, который можно, да, взять отдельно, у нас 20 мм, кстати, брендирован Хвилиной. Здесь тоже под бронзу сделана бакля. И, в общем, он с системой быстрой замены, стоит, как я уже сказал, примерно 1700 рублей. Мягкий, аккуратный, хорошего оттенка, матовый, так что вполне можно пробовать на разных ремешках. В базе идет коричневый, конечно, он лучше всего сочетается с корпусом под бронзу. Корпус минималистичный, у него нет ушек, поэтому он будет выглядеть меньше, чем размеры на самом деле. И давайте как раз посмотрим, что здесь получается. По диаметру у нас 41 миллиметр, высота 10,5, но здесь стекло выпуклое, поэтому в реальности будет около 10. И ремешок уже, понятно, 20 миллиметров. Ну и от ушка до ушка, опять же, те самые 41 миллиметр, поэтому часы очень и очень небольшие. И этот момент нужно учитывать. Ну, не в том плане, что они маленькие, они как раз-таки подойдут практически на любое запястье благодаря тому, что у них нет ушек. Поэтому 41 миллиметр. Мое запястье 18,5, ну и вот такая вот посадочка. Минимализм. Я бы сказал, прям часы именно в немецком стиле. Есть подобный дизайн, например, тот же Braun, да, и мне немножко они напоминают как раз вот эти часы из примерно 60-х. Но, а при этом они не выглядят как нечто такое устарелое, естественно, потому что Bauhaus, он актуален абсолютно всегда. И знаете, здесь в некотором роде Хвилина привнесла нечто свое, потому что, ну, понятно, обратный ход это вообще отдельная история, но мне нравится здесь шрифт. Мне нравится шрифт, как сделаны цифры. Мне нравится очень, конечно же, часовая стрелка. Она нарочито сделана такой белый, точнее тут не белый, я бы сказал, такой цвет молочный, наверное, да, он теплый. И только вот с такой точечкой на наконечнике. Это, конечно же, сделано благодаря вот этому сочетанию с игрой. У нас выделены секунды и выделены минуты, а часовая стрелка, она практически не видна. Поэтому с читаемостью, да, определенные проблемы будут. Здесь люминофора нет. И когда смеркается, то, конечно, часовую стрелку вы не увидите. Но здесь главная фишка, в общем, не в читаемости. Но во всем остальном, знаете, вот шрифт, лаконичность, минимум надписи,
событий, длинные стрелки, тонкие, да, цифры, метки, все здесь прям сделано в стилистике Bauhaus. И это прям супер. И, конечно же, корпус. Поэтому мне, как фанату Bauhaus, это заходит просто максимально. Да? С учетом того, что я не фанат игр, я не знаю про эту игру от слова ничего, для меня дизайн здесь просто превалирует. И он просто шикарен. Ну, а когда ты немножко погружаешься в тематику, да, понимаешь, что это создано не просто так, а создано с определенной идеей, и ты понимаешь, почему здесь 12 минут выделено, понимаешь, почему часовая стрелка такая неяркая, если так можно сказать, и тогда эти часы уже предстают совершенно в другом свете. Ну, давайте, кстати говоря, посмотрим на другом ремешочке, потому что здесь все это дело с системой быстрой замены ремешков, которая должна быть на любых современных часах, и те производители, которые ее не делают, они на самом деле немножко такие плюют в душу своим покупателям. Так вот, раз, два, три, и у нас уже другой ремешок. Я думаю, с вот этим вот ремешком цвета морской волны они будут совершенно по-другому восприниматься. Не уверен, что будет хорошо, потому что все-таки бронзовый оттенок такой теплый. Хотя, смотрите, как хорошо, да? Уже совсем другие часы, более такие, я бы сказал, яркие и притягивающие к себе внимание. А почему нет? Почему нет? Да, и ну, получается неплохая идея взять сразу пару ремешочков и увеличить немножечко свой комплект. Да, очень прям такой, знаете, душевный, теплый здесь циферблат. Что касается веса, то давайте посмотрим на ремешочки. У нас, да я думаю, они невесомые абсолютно. Так, сидеть. 63 грамма. Абсолютно невесомая модель. Ну что же, несколько секунд, и, в общем, мы получаем с вами уже карманные часы на такой вот цепочке, тоже под бронзу сделано, все в одном оттенке, можно прикрепить куда-нибудь к карману пиджака. И напишите в комментах, кто носит или хотел бы носить карманные часы, или у кого хотя бы какие-то карманные часы есть в коллекции. Слушайте, ну прикольно, на самом деле система очень удобная, здесь вот такие у нас две как бы заглушечки, да, опять же на системе быстрой замены, хлоп-хлоп, и у нас получаются карманные часы. Даже если вы никогда не пользовались вот этой системой, я думаю, разберетесь буквально за пару секунд. Прикольно. И вот в таком формате, знаете, дизайн этих часов, он еще более четко проглядывается, потому что он абсолютно идеален, такой вот винтаж с одной стороны, с другой стороны есть определенные современные нотки, ну и, конечно же, лаконичность и простота. Ну, прикольно, здорово. Очень интересно, и трансформер, да, и наручные часы у нас получаются. Что же касается того, как циферблат выглядит на более близкой дистанции, то здесь аккуратно все, печать, теплый оттенок и аккуратные стрелки. Мне нравится, как крепится секундная стрелка, да, вот с такой как бы заглушечкой. Опять же, винтажная, симпатичная очень нотка. Ну и по корпусу здесь, да, здесь все аккуратно и классная заводная головка от Хвилины. Что хочу сказать по итогам. Ну, как вы понимаете, в очередной раз Хвилина порадовала. Я бы даже сказал, в определенном мере потрясла, потому что мне понравилось, как сделана вот эта концепция трансформера. У нас классные часы в классическом дизайне, минимализм, Bauhaus, и они сами по себе уже представляют определенную ценность. Но мы можем их еще и трансформировать, и в этом есть определенный как бы такой прикол, я бы сказал. Ну и плюс ко всему, если вы фанаты компьютерных игр и конкретно игры 12 минут, то здесь есть и еще, естественно, вот эта вот вся концепция, которая, так сказать, обволакивает эти часы во всех их ипостасях. С точки зрения качества, с точки зрения идеи, с точки зрения проработки, здесь, конечно же, просто 5 баллов. Знаете, от идеи и до упаковки, потому что ребята из Хвилины, они заморачиваются вот каждой буквально деталью, да, и даже вот такими моментами, например, как вот какой шрифт, да, какой шрифт у вот этой вот надписи. Знаете, мне здесь нравится все.
Я вижу, что здесь над брендом работают хорошо, качественно и вдумчиво. И, наверное, единственное, чего бы мне хотелось им пожелать, чтобы у них еще определенное время хотя бы не улетали куда-то в космос цены, потому что, как вы понимаете, Хвилина развивается такими семимильными шагами, спрос растет, известность за рубежом тоже растет, ну и поэтому повышение цен, может быть, через годик-другой, да и произойдет. Поглядим. Пока что очень все доступно, очень все классно. Ну что ж, желаю Хвилине и дальше, конечно же, наращивать свои темпы. И я думаю, что они этого заслуживают. Ну все, на этом все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.